Когда я переехал год назад в Америку с пустыми карманами, я чувствовал себя отвратительно. Но сейчас, спустя год, как я приехал в США, мои дела идут, не побоюсь этого слова, отлично. И я тебе расскажу, почему у тебя будет точно так же. Да, и перед началом этого видео, конечно же, по традиции, хочу сказать, что не забудь подписаться на мою группу в Телеграме, которая вот так выглядит, называется «Рука». Там я со своими подписчиками делюсь какими-то своими жизненными моментами, обсуждаем что-нибудь прикольное, возможно, какие-нибудь документы их оформления, возможно, просто мою жизнь, что со мной происходит, ну и так далее. Короче, это такой лайв-контент. Также не забудь тыкнуть лайк под этим видео, вот так это выглядит, такой большой палец вверх, вот так это выглядит, вот так, вот так, вот так, вот так. И не забудь вот эту кнопку сделать серой. Подписаться. Привет, не болей, меня зовут Руслан, я из города Ростова-на-Дону, а сейчас я нахожусь в прекрасном солнечном калифорнийском Сакраменто. Я уже год проживаю в Сакраменто, снимаю классный, в то же время уютный и в то же время вместительный таунхаус вместе со своими друзьями, плачу относительно невысокую стоимость за аренду этого дома. У меня в семье на данный момент есть два автомобиля. Первая — это Toyota Camry, моя, гибридная, потому что я езжу больше. Вторая — это Mazda 6 моей жены. В целом, на данном этапе жизни я чувствую себя, ну, я бы сказал, максимально комфортно. Но так было не всегда. И для того, чтобы вы, ну скажем так, красочнее и точнее поняли мои ощущения от жизни, я перенесу вас на год назад, как я сюда приехал. Когда мои друзья, с которыми я сейчас непосредственно снимаю вот этот дом, узнали о том, что я переезжаю в США по определенным причинам, которые, ну, наверное, многим и так известны, если вдруг неизвестны, вот здесь я прикреплю ссылочку о том, как я переехал и почему я переехал в США. Так вот, когда мои друзья узнали, что я переезжаю в США, они предложили мне вместе переехать в город Сакраменто для того, чтобы скооперироваться, жить втроем, в три, вернее, семьи в этом уютном доме, платить относительно невысокую аренду и спокойно себе существовать, параллельно помогая друг другу с какими-либо трудностями. А трудности здесь, вы сами знаете, есть и с оформлением документов, да и вообще в целом с жизнью и с пониманием того, что с тобой происходит. Чтобы вы понимали, мои друзья на тот момент проживали в городе Сан-Хосе и снимали одну комнату в доме у филиппинцев за $1000 на четверых. Как только со своей женой я переехал в Америку, нас друзья встретили, и мы все вместе на двух машинах отправились в Сакраменто для того, чтобы здесь арендовать какой-то дом. Но плана у нас как такового не было, собственно, как и времени. Поэтому по приезду в Сакраменто мы буквально на пару дней сняли домик на Airbnb. Честно говоря, в тот момент у нас с женой с собой было $5000. У моих друзей было еще меньше денег. У них было денег вот только на завтрашний день и на аренду предстоящего будущего дома. Мы арендовали домик на пару дней на Airbnb, после чего начали непосредственно поиски нашего дома. При учете того, что документов ни у кого из нас не было от слова совсем, у двух моих друзей только были driver license, и то temporary, то есть на бумажке, без какого-либо подтверждения, что это вообще они, потому что там тупо не было их фотографии. О каком-то кредитном рейтинге, SSN, каком-то Real ID речи не было на тот момент вообще. Но тем не менее мы не отчаивались и отправились на поиски дома. Посмотрев несколько домов, мы остановились на одном, в котором мы сейчас непосредственно и проживаем, договорились с хозяйкой, сказали, что мы будем исправно платить, мы будем все делать, только, пожалуйста, примите нас в ваш уютный домик. Она сказала окей, но необходимо подождать несколько дней, потому что дом еще не готов, сука, к заселению. Тогда мы подумали, что мы не можем себе еще позволить Airbnb, и нам необходимо что-нибудь более дешевое, а именно мотель. И мы забронировали на несколько дней мотель. Но забронировали, это будет трудно сказать. Когда мы приехали в отель, мы поднялись к себе в номер. Мои друзья уехали в Макдональдс купить что-нибудь перекусить. Кстати, они спросили, что будем мы с женой, и денег было настолько немного, и хотелось их как можно больше экономить, что мы просто себе заказали по одному гамбургеру. На тот момент мы еще переводили американские доллары в наши рубли и подумали, блин, один гамбургер в районе 200 рублей, вот этот маленький из Макдональдса, это очень дорого, просто по одному скушаем, и нам будет достаточно. Зайдя в номер, мы увидели не самую лицеприятную картину. Был номер полностью в тараканах, на полу были разлиты какие-то непонятные жидкости, ну и в целом, честно говоря, этот номер не внушал доверия. Пока мои друзья находились в Макдональдсе и оформляли заказ, мы с женой спустились, отменили нахрен все брони, которые были, и мы, пришлось переплатить, обратно заехали на Airbnb, но только уже в другой домик. Спустя несколько дней и несколько сотен потраченных долларов мы все-таки заселились в наш дом, в котором абсолютно не было никакой мебели, не было вообще ничего. И тут начались траты, на которые мы, собственно, и копили и кушали всего по одному бургеру. Я никогда не задумывался о том, что такие вещи вообще нужно покупать. Ну, то есть мы покупали ложки,
вилки, ножи, кастрюли, сковородки, различную кухонную утварь. Мы купили себе надувной матрас, на котором, кстати, спали целый год, и только недавно мы себе позволили нормальный ортопедический матрас с нормальным каркасом и даже с RGB-подсветкой. Итого, с теми деньгами, которые мы привезли с собой из России, мы успели потратить на аренду дома плюс депозит, купить различную кухонную утварь, купить матрас, 2 самые дешевые подушки, какие-то наволочки, простынки, арендовать машину, внести депозит за машину, купить какие-никакие вещи, ну типа куртки и так далее, потому что Сакраменто, ну зима здесь достаточно такая прохладная, как осень, и на этом наши деньги все. Остались деньги только, ну вот какая-то подушка безопасности, чтобы в случае, не дай бог чего, у нас всегда лежал какой-то загашничек. Заезжая в этот дом, я, честно говоря, рассчитывал получить какую-то надежность в завтрашнем дне, но ее я не получил, потому что атмосфера в нашем доме царила, ну, не совсем благоприятная. У одного из моих друзей есть жена и ребенок, и, как я и ранее говорил в своих видео, те, кто приезжает сюда с ребенком, испытывают больше эмоциональный стресс, больше эмоциональное давление из-за того, что у них есть еще и ребенок. То есть ребенок — это такое маленькое существо, которое требует постоянного к себе внимания, такое гипервнимания, гиперопеки. Он постоянно хочет с тобой играться, дружиться, на него нужно тратить деньги, которых, к сожалению, нет. У второго моего друга находилась жена в детеншене. Кто это, ну, не знает, что это вообще такое, это иммиграционная тюрьма. Находилась она там 4 месяца. И второй мой друг на постоянной основе пытался и искал какие-то пути, как вытащить жену оттуда, запрашивая там бонды, общаясь с адвокатами, как-то переписываясь, созваниваясь всего раз в сутки с ней, ну, буквально там на 5 минут. В итоге, что было вообще в начале моей американской жизни по приезду здесь? Мы потратили огромное количество денег, мы потратили огромное количество сил, нервов, приехали в дом, где продолжались различные проблемы и эмоциональное давление. Конечно, на фоне отсутствия работы, на фоне отсутствия каких-то перспектив, на фоне невероятной тоски по дому, на фоне каких-то различных расприй в нашем доме существовать было достаточно тяжело. Работы на тот момент, как и в принципе сейчас, как я и говорил, в Сакраменто, ну, прям очень мало. Единственное, куда я мог пойти работать, это на доставку. Но на доставку я не мог пойти работать, потому что у меня не было пластикового водительского удостоверения. Я на тот момент имел только, ну, такую бумажку Temporary Driver License, на котором просто написано мое имя, фамилия, адрес проживания и, собственно, больше ничего. С этим нельзя идти работать в доставку, тебя тупо не пропустит приложение при регистрации. Ну, как-то сводили концы с концами. Еще огромное спасибо властям Соединенных Штатов Америки за то, что нам с женой одобрили такой бенефит под названием CalFresh. И у нас были пособия на еду. Деньги на еду нам выделялись в размере там, $550 ежемесячно. И мы могли их тратить исключительно на еду. И, собственно, этим мы и занимались. Оплата аренды, ну, как-то вот мы потихонечку, полигонечку перебивались. Конечно же, были проблемы с оформлением документов на всех этапах. Когда я оформлял пластиковый драйвер-лайсенс, мне его не выдавали 3 месяца, а моей жене выдали его за 2 месяца. Нам не одобрили страховку Medical. Мы единственные, наверное, 2 иммигранта вообще во всей Америке, я и моя жена, кому не одобрили страховку Medical, потому что ее оформляют вообще всем от слова всем. В учете того, что у меня у жены были определенные проблемы со здоровьем, и моей жене необходимо 2 раза в год минимум обращаться к врачу по своему здоровью, это было, ну, достаточно тяжело. Денег на то, чтобы купить страховку, у нас не было. Дальше все как-то начало потихоньку само по себе складываться. Боже, это промысел, или это пространство вариантов, или просто потерпели. Я не знаю, что начало получаться у нас, но начало получаться. То есть документы начали оформляться, мы получили SSN, конечно, без work authorization. Мы начали работать над нашими документами, получили какие-то бенефиты. То есть как-то потихонечку начала жизнь складываться, да сложилось даже так, что я себе купил свою первую машину. Ту самую, на которой сейчас ездит моя жена. Потом как-то начали работать с адвокатом. Потом как-то все начало складываться еще успешнее с документами. Была подана форма 589, был подан запрос на разрешение на работу. Как-то так сложилось, что мы быстро достаточно сдали отпечатки на суд, отпечатки на разрешение на работу. Параллельно мы начали откладывать себе еще больше денег на подушку безопасности, покупали себе вещи, начали уже что-то себе позволять, начали даже отдыхать. За этот год мы 3 раза съездили на отдых, а именно на Саут Лейк Тахо,
это большое озеро красивое, горное. Мы съездили в национальный парк Йосемити или Йосмайта, не знаю, как правильно, но суть вы поняли. И еще мы съездили в Сан-Франциско, снимали себе отели, отдыхали, гуляли, выпивали, кушали вкусно, ну и все в этом духе. На данный момент, спустя год, если рассматривать, вот что изменилось в моей жизни, у меня оформлены дебетовые карты, у меня оформлены кредитные карты, у меня есть 2 автомобиля в полностью исправном состоянии в моей собственности, у меня налажено все в плане дома. Сегодня буквально я обновил свое водительское удостоверение, так как закончилась форма I-94, и вместе с этой формой закончилось действие моего водительского и, соответственно, жены тоже водительского удостоверения. Сегодня мы обновили наши водительские еще на 5 лет, пока что опять-таки получили Temporary Driver License, вот эти вот на бумажке, но в течение 2 недель нам придет пластик на почту. Мы оформили все необходимые документы, мы проделали огромную работу с адвокатом, мы уже подали документы в суд вместе с нашим кейсом и сейчас ожидаем нашего дела. Самое главное, что произошло, все эти документы, оформление документов, покупка машин и прочее, все это, конечно, классно, но в первую очередь появилась уверенность в завтрашнем дне. Стабилизировалось эмоциональное состояние, исчез хаос из жизни. Мы с женой теперь четко понимаем, что у нас все будет классно. И вот это ощущение комфорта жизненного и эмоционального, это очень дорого. Мне многие вот говорят в комментариях, мол, вот ты приехал, там, что-то на доставке работаешь, там, живешь с друзьями в одном доме, и то огромные бабки платите, даже не отдельно с женой живете, там, не уединиться, ничего в этом духе. Да я все это понимаю прекрасно, ребят. Но давайте не забывать, что я здесь на птичьих правах, я здесь нахожусь всего год и уже достиг определенных успехов. Да, конечно, я, безусловно, понимаю, что нам есть еще куда стремиться. Как минимум снять себе отдельное жилье, как минимум там новые машины себе взять, как минимум больше начать зарабатывать для того, чтобы больше откладывать, там еще налог платить, медицинские страховки покупать. Еще очень много всего необходимо, но тем не менее я здесь нахожусь год. Всего год. Это видео я решил записать не потому, что хотел пофлексить или записать видео в формате, там, что изменилось за год в моей жизни. Больше это видео я хотел записать для людей, которые вот совсем недавно начали свой вот этот иммиграционный путь, которые вот только приехали в Америку, или, кстати, может быть, не в Америку, а в какую-либо другую страну, и сталкивается с теми трудностями, с которыми столкнулся, собственно, и я. Все вот эти трудности я проговорил для того, чтобы у вас появилось ощущение того, что мы с вами находимся на одной волне. Мы смотрим в одну сторону. Мы с вами были в одной и той же жопе. Кто-то сейчас смотрит, и кто-то сейчас находится в той жопе, в которой я находился год назад. Так вот, бро, у тебя все получится. У меня все получилось, и у тебя все получится. Да, будет сложно, будут определенные трудности. Я тебе больше скажу, ничего не будет окей. Все будет через жопу, кувырком. Хер пойми как, непонятно. Все будет не получаться, валиться из рук. У тебя будут проблемы с английским, тебя никто ни хрена вообще не будет понимать, и ты ни хрена не сможешь изложить свою мысль, и тебе это будет постоянно мешать при процессе оформления всех твоих документов. Ты будешь сталкиваться с этими трудностями на постой, но в конечном итоге все будет окей. При том, что я абсолютно не фартовый человек. Нет такого, что у меня клевер из жопы торчит. Нет, я вообще анлаки максимальный. Я сам себе люблю палки в колеса вставлять. Судьба мне любит палки в колеса вставлять. Не знаю, Бог меня проверяет какими-то трудностями или как это вообще работает, я, честно говоря, не знаю. Единственное мое умение заключается в том, что я могу заткнуться, сконцентрироваться на одном деле и долбить туда, не задавая лишних вопросов. Собственно, вот этим я и занимался. И я еще раз хочу тебе просто донести свою мысль. Я понимаю, насколько тебе сейчас может быть хреново, насколько тебе сейчас может быть грустно по твоему дому, насколько тебе грустно может быть по твоей прошлой работе. Ты мог работать каким-то крутым врачом или каким-то крутым строителем или директором в банке, а сейчас работаешь где-то вообще на стройке, хер пойми как, или на какой-нибудь доставке, или еще там где-нибудь, ты сам понимаешь, или мувером, или вот это вот все в этом духе. Надо потерпеть. Сука, все оно получится. У меня получилось, и у тебя тоже получится. Все будет окей. Лайк, подписка. Пока.